Добро пожаловать на наш канал, и сегодня поговорим о смешных и немного философских карикатурах Андрея Попова. Карикатура – жанр в советское время и в 90-е годы был очень популярным. Тогда каждая уважающая себя газета и журнал считали необходимым поместить в каждом номере одну, а то и несколько карикатур. Впоследствии карикатур появлялось в печати все меньше. Возможно, цензура была тому виной, или они перестали быть такими актуальными. Хотя интернетовские мемы и демотиваторы – это, по сути дела, упрощенный вариант карикатур. Однако остались еще художники, которые работают в этом жанре. Один из наиболее известных – питерский карикатурист Андрей Попов. Глядя на его работы, выполненные в отличие от многих классических карикатур в цвете, становится понятно, что автор нисколько не насмешничает над своими героями, сколько смотрит на них с добродушной иронией, дает им шанс на исправление. Они похожи на зарисовки из нашей жизни, цель которых указать с юмором на отдельные мелкие недостатки и особенности, но не жечь напалмом, не выставлять все в негативном ключе, как иногда делали многие карикатуристы в 90-е, начало нулевых. В карикатурах Андрея Попова много любви и сочувствия к изображенным в них персонажах. Они не вызывают каких-либо резких негативных чувств, не из-за цензурных соображений, а просто по восприятию жизни самого карикатуриста. Хотя путь в искусство у Андрея Попова был непростым. В свое время он резко сменил свой род занятий и способ заработков на жизнь. Андрей Попов родом из Ташкента, его отец был военнослужащим, а когда Андрей вырос, то род занятий отца определил выбор учебного заведения, куда он поступит учиться. Но сначала была детская художественная школа, в ней с ранних лет Андрей изучал азы рисования. Там ему особенно запомнилось любимое выражение педагога: в картине главное не красота и не техника, а выразительность. То есть педагог не настаивал на каких-либо сложных академических техниках, не пытался заставлять всех рисовать в классическом стиле реализма, как обычно это бывает в любых художественных школах, а пытался научить отображать в картинах свое видение мира, свои эмоции и впечатления. Импрессионизм и сюрреализм был ему куда ближе замшелого академизма. В этой же манере он и учил рисовать детей. Хотя, конечно, обучал построению композиции и перспективы, всему, что необходимо знать любому художнику. В той детской художественной школе один мальчик очень неплохо рисовал различные юмористические карикатуры, которые резко выделялись среди прочих работ. Андрей тогда решил, что если он будет рисовать, то только карикатуры, чтобы дарить улыбку и радость людям, ненавязчиво при этом указывая на различные недостатки. Однако по рекомендации отца, который хотел для своего сына более основательную специальность, нежели несерьезное рисование карикатур, Андрей поступил в военный инженерно-космический институт имени Можайского. Но занятия живописью не оставил. На любительском уровне делал сатирические зарисовки на своих одногруппников, которые пользовались большим успехом. После окончания института 3 года отслужил в армии, где также рисовал своих сослуживцев, не боясь делать шаржи и на своих командиров. На том как-то и попался. Одному воинскому начальнику не понравилось чересчур, по его мнению, вольный взгляд начинающего карикатуриста на внешность и манеру держать себя. А потому тот вызвал Андрея на ковер, основательно отчитал его, выдал несколько нарядов вне очереди, а потом попросил рисовать карикатуры официально для оформления различных стендов. После армии Андрей остался перед выбором профессии. Шел 1995 год, военные инженеры никому в то время не были нужны, армия финансировалась по остаточному принципу, зато всевозможным карикатуристам было раздолье. Цензура уже 5 лет не давлела над ними, можно было рисовать что угодно, а любые карикатуры, желательно поострее и пооткровенней, с удовольствием печатали все газеты и журналы. Попов стал работать в питерской газете «Деловой Петербург», рисовал карикатуры на различные новости. Художественный талант у него был, потому работы имели определенный успех, а место штатного художника-карикатуриста основательно закрепилось за ним. 10 лет работал Андрей Попов в этой газете, вплоть до 2005 года. Тогда у издания поменялась концепция, острые злободневные карикатуры уже не требовались по цензурным соображениям, изменился стиль подачи материалов. Вышестоящим чиновникам не очень-то нравились насмешки, изображения на них в газетах и журналах, а времена бесцензурной свободы 90-х уже прошли. Однако Андрей Попов вновь продолжил рисовать карикатуры, но в несколько ином стиле. Он стал публиковать свои карикатуры в интернете.
Только пришлось несколько изменить их концепцию, сделать интересной для основной аудитории всемирной сети. Жесткая политическая сатира большинству молодых интернет-пользователей была до лампочки. Зато их привлекали рисунки с геком, то есть с явно выраженным юмористическим подтекстом и шуткой. Люди хотели заходить на сайт с веселыми рисунками, чтобы от души посмеяться, а не заморачиваться насчет очередных житейских проблем и неурядиц. Но в своих карикатурах Попов пошел дальше обычного юмора и чистого развлечения. Он пытался взглянуть на мир, различные явления нашей жизни под неожиданными и несколько противоречивым углом, довести изображаемую ситуацию до абсурда, но при этом найти в ней какие-нибудь философские составляющие. Его рисунки – это зачастую взгляд отстраненного и доброго философа, который видит различные странности, нелепости и недостатки нашей жизни, но готов примириться с ними, если они не нанесут никакого большого вреда. Он их высмеивает, обыгрывает в ироническом ключе, но не бьет тревогу, не рисует все в черно-белых тонах. Возможно, потому так важна цветовая палитра в его карикатурах. Она часто выполнена в теплых, приглушенных тонах, с мастерски обыгранной юмористической ситуацией на рисунке и дарит легкую радость при просмотре. Сам художник считает свои рисунки именно карикатурами, несмотря на мнение некоторых искусствоведов, что они уже переросли этот жанр. По его словам, карикатуры многогранны, как и улыбка человека, могут быть злыми, сатиричными, насмешливыми, а могут быть добрыми, даже немного грустными, как смех сквозь слезы. В последние годы Андрей отошел от классической газетной карикатуры однодневки на те или иные злободневные события, старается рисовать на вечные темы, которые, тем не менее, интересны большинству зрителей. А главное, по мнению Попова, карикатура не должна быть мрачной и страшной. Нужно всегда давать людям надежду, чтобы они посмеялись, взяли что-то себе на заметку, но никогда не отчаивались. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Лайк и комментарий – отличный способ поддержать канал и автора.